Чернобров Вадим Александрович, руководитель научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Можно как-то ужать это должность и имя. Можно Вадим Чернобров, можно Вадим Александрович, как угодно. Официально название нашей организации, два официальных названия: Международное общественное научно-исследовательское объединение «Космопоиск». И второе название, официально зарегистрированное в России, Общероссийское общественное научно-исследовательское объединение «Космопоиск». В этом нет противоречия, просто вот зарегистрировать в России мы можем только общероссийскую, а по факту мы действительно существуем как международное. Вот все. А что вы там выберете, иногда титруют как писатель, исследователь. Единственная просьба не титровать как уфолог, ну это просто очень узко, и это может быть и не обидно, но не отражает, как бы сказать, полной сути. Вадим, ты кандидатскую не Я кандидат, да, технических. То есть ты кандидат технических? Да, ну просто в данном случае, ну в данном, я имею в виду, во многих разговорах, во многих темах, моя кандидатская работа, к слову сказать, я специалист по аэрокосмическим летательным аппаратам, инженер-конструктор аэрокосмических летательных аппаратов, такая моя должность. И дипломы кандидатскую защищал, ну, если простым языком, по летательным аппаратам будущего, ну, кто-то бы назвал по летающим тарелкам. Но формально она носит название, эта работа «Перспективная аэрокосмическая транспортная электромагнитная система». Это даже не транспортный, не летательный аппарат, это гораздо сложнее. Это действительно целая система, поскольку речь идет о создании чего-то глобального, системы транспорта со своей логистикой, со своей не только со своими какими-то распространенными по миру там, базовыми точками, базовыми станциями, там, станциями обслуживания и прочее, прочее. Речь идет о принципиально другой системе транспорта, не только рассчитанной для перемещения в космосе, но и перемещения в пространстве. Ну, собственно говоря, о техногенных НЛО, которые, ну, те, кто занимается этим серьезно, наверное, не стоит их убеждать, что это существует, ну, и это существует не в нашем исполнении, не в неземном исполнении, а мы лишь стараемся распознать, с чем имеем дело, и повторить в нашем исполнении, создать нечто подобное. То есть, на самом деле, я с этого начинал, и от этой цели не отказываюсь. И здесь мое занятие близко к моей профессии, примерно так же, как обратный инжиниринг близок к обычному инжинирингу. То есть обратный инжиниринг — это разгадывание чужой техники ради создания собственной. Вот фактически мы этим и занимаемся. Но все-таки, вот, поскольку в силу того, что я занимаюсь исследованиями далеко не только техногенных НЛО, и далеко даже вообще не НЛО, мы очень разносторонни, поэтому я и стараюсь не козырять какими-то титулами. И вообще считаю, ну, это не очень уместно. Особенно я хорошую прививку получил в 90-е годы, когда распространилось большое количество академий и прочих научных учреждений, и в практику вошло козыряние высокими должностями, которые на самом деле, ну, не имеют под собой ничего, так сказать, существенного. И я думаю, что человек, как человек скромный, я не должен прикрываться должностями. И должность скромная, там, писатель или исследователь, меня вполне устраивает. Владимир Александрович, вот есть такая тема, достаточно спорная и интересная. Все мы знаем из классической антропологии, науки, что динозавры вымерли не миллионы, а даже сотни миллионов лет назад. Но, тем не менее, с удивлением находим вот и камни Ики, и фигурки из Акамбары, которые не просто повторяют вот этих гигантских существ, но
Среди них находят и те виды динозавров, которые в принципе еще не открыты. Причем там присутствуют сцены, когда человек не просто взаимодействует вместе с динозаврами, а фактически динозавры иногда служат как домашние животные. Вот недавно английские исследователи во время раскопок нашли очередной скелет динозавра. Мало того, что в самой костной ткани сохранились эритроциты, и фактически костная ткань, она даже еще не успела окаменеть, а сам, ну, скажем так, даже не окаменец, а труп динозавра, он еще пах вот, как разлагающееся существо. Но мы находим описание, что буквально 300-400 лет назад люди встречались с этими существами. Я вот знаю, что у вас была очень интересная экспедиция в Якутию на озеро Лабанкар, и вы пытались там обнаружить и доказать существование вот такого реликтового животного. Ну, в моих целях никогда не звучало, что я стремлюсь доказать существование какого-то животного. Я стремлюсь познать, я стремлюсь понять, насколько то или иное утверждение, та или иная версия, в конце концов, имеет право на существование. И до момента, когда закончена экспедиция, и до момента, когда получен ответ, я считаю, конечно, неправильным, с научной точки зрения, абсолютно неправильно расставлять акценты и утверждать, что является нашей целью. Доказать наличие или доказать отсутствие. Для меня обе этих цели равноценны и равноправны с научной точки зрения. А что касается Лабын-Кыра, я хочу обратить внимание, что у этого озера два названия: Лабын-Кыр и Лабын-Кыр без «г». И оба равноценны. Ну, будем придерживаться такого, которое как-то легче соскальзывает с языка. Это озеро, ну, когда-то, конечно, я о нем читал еще во времена советских журналов. Началось все вокруг света, и это казалось чем-то несбыточным и ужасно далеким. Но, как показала дальнейшая практика, Земля не такая уж большая планета. И в конце концов добрались мы и до этой точки нашей страны. К слову сказать, я без всякого преувеличения могу утверждать, что эта точка в реальности является не просто полюсом холода северного полушария, не Аймикон и не Тамтор. Тамтор — это тот поселок, самый близкий к озеру, где стоит сейчас стелла, самая низкая температура в северном полушарии, там 71 с лишним градус холода. Так вот, озеро находится чуть выше этого Тамтора, в 105 километрах выше в горы, и, соответственно, там действительно гораздо холоднее. То есть истинный полюс холода — это озеро. И уже это навевает определенные такие страшные предвкушения, как какое-то ужасное место. Это действительно так, без всякого преувеличения. И мы отправились туда не столько ради экстрима. Наша экспедиция была первая экспедиция зимой в это место. То есть, иными словами, это то, чего нормальные здравомыслящие люди делать, конечно, не будут. Все геологические экспедиции, конечно, устраивались в более комфортных условиях летом сюда. И поэтому ничего удивительного не было, что зимнее состояние озера представлялось несколько, я бы сказал, в искаженном виде. То есть полюс холода — это вот нечто такое, антарктические пейзажи, мертвые обязательно, белое безмолвие и ничего живого. И представить себе, что там что-то живет, ну, было очень сложно. Поехали мы туда, потому что, как любому любопытному человеку, мне в конце концов надоедает долго думать над одним и тем же вопросом. Хочется, в конце концов, встать с кресла, взять, поехать и посмотреть, чтобы разобраться. А вопросы, которые мною двигали, были очень простые. Я могу сформулировать вот просто на 3 примерах. Это 3 парадокса, которые я не мог разрешить до этой экспедиции, которые, к счастью, разрешились все, причем положительно. С одной стороны, было мнение уважаемого
я в этом не сомневаюсь, исследователя, который поднял этот вопрос, геолога Твердохлебова, который, ну, все его коллеги говорили, если он так пишет, то он врать не будет, это так и есть. И Твердохлебов и его коллеги видели там, в лохматые советские годы, как по озеру плыл этот черт, ну, или плезиозавр, или чудовище лабынкырское. В любом случае, вот какой-то неизвестный крупный хищник. Ну и описывали исследователи, свидетели, описывали, как он выглядит. Действительно, лохнесское чудовище отдыхает. И если уж говорить, где чудовище, где реликтовые динозавры, или обойдемся без слова реликтовые, обойдемся без слова динозавры, где какие-то неизвестные животные и могут все еще незамеченными проживать у нас на планете, если где-то и существует фантастический затерянный мир, то я вас уверяю, он должен существовать не где-то там в джунглях Южной Америки, а в нашей родной Якутии, где места предостаточно. И самое лучшее место — это вот тот самый, так сказать, привлекающий нас Лабынкыр. Но если этот затерянный мир существует, то он должен быть очень парадоксален. С одной стороны, да, о нем рассказывают какие-то невероятные сказки, там живут неведомые звери, бродят по неведомым тропинкам, а с другой стороны, в этом суровом климате не может быть никакой пищевой базы для этих животных. Ну, понятно, что должна быть некая популяция, чтобы выжить. Не одно же животное. А этой популяции нужно чем-то питаться. И в этом озере наверняка слишком мало еды. Ей просто этой еде, ну, не на чем, так сказать, базироваться. Второе. Это был первый, так сказать, не парадокс даже, а жесткая плюха, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. В этом месте не может быть популяции неизвестных хищников. Второе, чего не может быть, описание местных жителей, описаний, надо сказать, было много. В основном, конечно, они относили нас ко временам начала 20 века, к 19 веку, когда якуты описывали лабынкырского черта. И даже если мы учтем, что люди несколько преувеличивали, так сказать, положение дел, все равно мы встречаем очень сильно завышенные цифры. Ну, как мне тогда казалось, сильно завышенные. В частности, когда якуты промеряли размеры этого чудовища, промеряли их, однажды в их руки попалась челюсть, видимо, умершего этого черта, одного из чертей, по крайней мере, потому что после того, как они нашли челюсть, другое или похожее и подобное существо еще продолжало жить в озере и поедать оленей, периодически собак и других, так сказать, зазевавшихся животных. Так вот, благодаря тому, что челюсть была вытащена на землю, они промерили размеры этой челюсти, и цифры сообщили слишком уж нереальные, как мне показалось. Ширина была, по их словам, как плод из 10 бревен. И я, как грамотный человек, складывал мысленно бревна средних размеров, так, сантиметров по 30 вместе, и получал размеры в 3 метра. И вот эта ширина мне казалась, конечно, слишком запредельной и невозможной. Забегая вперед, скажу, что все оказалось гораздо проще, и если бы я не попал на место, я бы не понял, как все элегантно разрешалось. Я-то и все остальные скептики, наверное, складывали вместе обычные бревна, обычные для нашей средней полосы, а якуты складывали мысленно и немысленно бревна, те, которые были в наличии. А там растут карликовые деревья, то есть размер которых максимально там, 10 сантиметров в обхвате. То есть плод из 10 бревен вполне себе вписывается в какие-то метровые размеры и метровые следы. Мы так и видели на этом озере. То есть, конечно, это животное
толщиной в метр, это не маленькое животное, но и не совсем запредельно, то есть вполне вписывается в обычные размеры. Ну и третий парадокс, который, как мне казалось первоначально, ставит крест на самом существовании в этом месте популяции хищников, это, конечно же, низкие температуры, которые, по моему мнению, да что там, по мнению любого человека, должны были сковывать льдом, очень толстым слоем льда это озеро. И, конечно, такой лед ставил бы крест на существовании любого дышащего животного. То есть предполагалось, ну, судя по описаниям, что это животное не рыба, что это животное дышит воздухом, а для этого и надо время от времени выныривать, ну и поддерживать в каком-то состоянии, если, как это делают тюлени или моржи, промоину во льду. И если эта промоина случайно будет схвачена льдом, если она закроется, то, в общем, часы таких несчастных животных сочтены. И вот мы решили раз и навсегда не мучить себя этими вопросами, а просто взять и поехать. Добирались мы до озера очень долго, 12 дней. Добирались от Магадана по Колымскому тракту. Где-то в середине сначала ехали весело, потом мы просто долго шли в ожидании хоть какой-то попутки. И это долго продолжалось более суток, то есть среднее количество проходящих машин в середине Колымского тракта, ближе к Тамтору, вот исчисляется примерно одной-двумя машинами в сутки. И где-то на вторые сутки нас все-таки подобрала попутная машина. Надо было видеть, так сказать, глаза водителей, которые, так сказать, нас увидели в этой глуши. И даже машина немножко подкинула до озера, правда, оставшиеся еще несколько десятков километров, нам пришлось идти все равно пешком. На озеро никто из местных жителей, по крайней мере при нас, не отваживался ездить, потому что оно имеет, и до сих пор, надо сказать, имеет очень нехорошую, так сказать, славу. Люди рассказывали, что за несколько лет до нас на озере жил все-таки один отшельник, бывший зэк, который как бы, притерся к этому месту, к суровым северным просторам, и не решился возвращаться после отсидки, так сказать, на большую землю. Хотя, что называется, не буду уж утверждать о его, так сказать, истинных целях, но так или иначе он там жил. Время от времени вертолетчики залетные меняли у него рыбу на другие продукты. И вот к этому отшельнику по имени Алямс нам местные жители, так сказать, часто отсылали, ну, в смысле, что вот Алямс там жил, и Алямс видел, конечно, это чудовище, а мы опасаемся туда ездить. Тем более смысл ездить на дальнее озеро, когда озер много, пусть они поменьше, пусть там, может быть, даже и рыбы поменьше, но, по крайней мере, так безопаснее. И вот поскольку других свежих очевидцев не было, то есть на этом озере очень-очень редко кто появляется, то так или иначе нам пришлось довольствоваться не слухами, не рассказами очевидцев, а просто идти к этому озеру. И надо сказать, несмотря на то, что мы по пути, конечно, расспрашивали всех встречных, поперечных, их было не так много, их можно было пересчитать по пальцам одной руки, но мы расспрашивали всех про это озеро, и нам никто не сказал той детали, которая нам бросилась в глаза, как только мы перемахнули через последний перевал и увидели озеро перед собой. Мы остановились пораженные этим фактом того, что озеро зимой оказалось без льда. То есть мы, конечно же, так сказать, пройдя 12 дней по заснеженным колымским просторам, мы и не сомневались, что все озера, встреченные нам по пути, все реки, конечно, уже все были уже покрыты толстым слоем льда, по которым мы ехали на Уралах, и Урал превосходно на этом льду выдерживал. И у нас не было ни малейшего подозрения, даже намека
на то, что мы увидим озеро с открытой водой. Мы-то ехали в расчете на то, что увидим лед и будем на этом льду искать промоину, а возле промоины уже устраивать засаду в расчете на то, что мы по следам выползающего или там, выныривающего животного, а может быть, если нам посчастливится заснять его непосредственно по фотокарточке, мы установим, кем это животное является. Оказалось все гораздо сложнее. То есть вот такая вот засада на льду, ну, откровенно говоря, я понимаю, что засада на льду на полюсе холода сама по себе, так сказать, экстремальная засада. Но тем не менее мы, конечно, хотели, как нам казалось, устроить вот такую легкую относительно с научной точки зрения проверку гипотезы. Ведь, по моим представлениям, возле засады, возле промоины надо было ждать, ну, может быть, полчаса максимум. Может быть, некоторые виды животных выныривают раз в 2 часа, но не сутки. То есть вот эта вот простая задача, которая первоначально нами ставилась, при виде открытой воды, конечно, рухнула моментально. И в тот момент мы остановились пораженными, и я до сих пор не знаю ответа, почему озеро не замерзло. Да, конечно, мы проверяли температуру, у нас был градусник, температура была близка к нулю, и вода находилась, безусловно, в состоянии очень близком к замерзанию, настолько, что когда я зачерпывал воду кружкой, подносил ко рту, то вот за ту секунду, что я поднимал кружку, вверх воды успевал схватиться корочкой льда. И я уже, так сказать, пил, ломая зубами этот лед. То есть температура воды была не просто близка к точке замерзания, она находилась на ней. И достаточно было небольшого отсутствия ветра, чтобы там за ночь озеро наполовину схватилось льдом. Ну, буквально через полчаса и пару часов этот лед быстро ломался, и озеро на следующий день снова перед нами представало без малейшего намека на лед. В конце зимы все-таки, я смею надеяться, мороз берет свое, несмотря на то, что речь идет о полюсе холода. И там все-таки лед появляется, но конца зимы все-таки мы не дождались. В любом случае, когда мы привезли на Большую Землю фотографии, панорамы озера, то надо было видеть даже колымских и якутских специалистов. Для них это было шоком. В чем причина вот такого долгого сопротивления озера морозом, я сказать не могу. Но в любом случае для меня одновременно рассыпался еще один довод против самой вероятности существования там большого количества животных. Да, они могут жить там превосходно, даже при таких низких температурах. Хотя бы потому, что водные животные находятся при температурах близких к нулю, но никак не минус 50-70, как на поверхности. Да, мы, прибыв на место, поняли, что парадокс о 10 бревен легко разрешим. Вовсе не надо было, так сказать, нам считать невозможными или лживыми рассказы о том, что чудовище было шириной в 10 бревен. Оно действительно не такое уж большое, вот это чудовище. И третий парадокс, который я считал до того, как попал на это место, что там не может быть крупной популяции хищников или просто крупных хищников, это предположение о том, что там просто нечего есть этим хищникам, ничего подобного. Озеро кишело рыбой в буквальном смысле. И это я видел на экране эхолота. То есть вместо того, чтобы нам караулить возле ледяной промоины, нам пришлось на лодке плавать по этому озеру с эхолотом, который мы с собой принесли, и эхолотить, зондировать под собой воду, чтобы увидеть, нет ли под нами какого-то, так сказать, крупного хищника. И всех обитателей, ну не всех, а некоторых, по крайней мере, обитателей я прекрасно видел на экране.
Рыбы там было много, и рыба разнообразная. Самые крупные, которые нам попадались, а все-таки мы уговорили, сходили к рыбакам, которые нас довезли и оставили в 30 километрах от озера. Мы сходили к ним, и рыбаки по нашей просьбе один день рыбачили на Лабынкыре. И они, как нам вечером сказали, конечно, они ожидали большего, так немножко недовольно они сказали. Всего-то 17 мешков рыбы выловили. Я сглотнул эту цифру. Я видел эти 17 мешков. В некоторых мешках было по 3, по 4, по 5 рыб. То есть большой картофельный мешок заполнялся 3 рыбами, налимами, щуками. И они были огромных размеров, так что сверху торчали только хвосты. И вот таких мешков 17 за один день. То есть, иными словами, я не сейчас опускаю вопрос, что едят эти рыбы, коих в озере просто все кишит от этой рыбы. Я смею утверждать, что тот, кто еще крупнее этой рыбы, будет питаться этой рыбой и будет жить безбедно и не голодно. То есть кушать есть чего. А кто крупнее, все-таки мы его увидели. По крайней мере, на эхолота я видел достаточно массивное тело. То есть по размерам, к сожалению, эхолот не дает так, точной картинки, он дает лишь разрез дна, разрез воды. И в этом разрезе мы видели размеры тела, которое под нами плавало на расстоянии десятков метров. И размеры этого тела, конечно, потрясают. Размеры существа, не менее 5 метров. Точнее сказать не могу. Оно, к сожалению, не удостоило нас вниманием, а заметить, да, возможно, оно и всплывало на поверхность, возможно, оно дышало, но заметить озеро, на озере, размеры которого 14 километров в длину, какое-то животное, которое всплыло там хотя бы в 100 метрах от тебя, почти нереально. То есть для этого нужно устраивать пост наблюдения на высокой горе с хорошими приборами ночного видения, биноклями, ТЗК. Но, к сожалению, у нас такой возможности не было. Поэтому в поле наше зрение днем мы, к сожалению, больших животных не видели. Пробыли там несколько дней и несколько ночей. И одна из ночей, последняя ночь, едва не стала роковой для нас, потому что чудовище, видимо, так сказать, интересовалось. Не только мы интересовались чудовищем, но и оно было не лишено, так сказать, любопытства. Потому что другой причины, по которой оно выползло к палатке, я не вижу, потому что хоть это животное и съело нашу собаку, я не думаю, что оно это сделало из чувства голода. Подчеркиваю, что кушать в озере. У этого животного выбор был большой. Но тем не менее, так сказать, состоялось то, что состоялось. Пока мы добирались с приключениями до этого озера, люди, которые нас подвозили, немало удивившись, так сказать, нашей не столько смелости, сколько, я думаю, безрассудности, но они понимали, что без оружия и без собаки вообще в этих местах делать нечего. Здесь они абсолютно правы. Оружия, поскольку у нас не было, поэтому они нам торжественно, так сказать, передали свою собаку Лайку. Это было лучше, чем оружие, потому что собаки там преданные, и в одиночку такая собака бесстрашно бросалась и на волка, и на медведя. По крайней мере, у нас не было повода усомниться в ее смелости. И она нас действительно берегла, и собака была очень смелой. Но то, что меня поразило в первый же день, когда она вместе с нами добежала до воды, она сначала бросилась к воде, она первый раз была на этом озере, так же, как и мы. Сначала она бросилась к открытой воде, чтобы полакать и свою жажду утолить. Но вот в нескольких метрах от кромки воды что-то ее сильно испугало, и вот она, шерсть стала дыбом, она замерла, и больше, то есть я поразился вот этой реакции смертельного страха,
она смотрела на озеро с ощущением опасности. Она за все эти дни не подошла к озеру даже на метр близко. Даже когда мы садились в лодку, она нас провожала, но оставалась на дистанции от этого озера. Хотя никаких других поводов усомниться в ее смелости у меня не было. И как собака, берегущая своего хозяина, она нас рассматривала как своих, если не владельцев, то, по крайней мере, товарищей, которых надо охранять. И она всегда ложилась, не заходила к нам в палатку, она ложилась, даже на морозе, между палаткой и опасностью. То есть между палаткой и берегом. Палатка у нас была примерно метрах 8-10 от кромки воды. Опасаться штормов мы не опасались, потому что ветер был не такой уж большой, и волна добивала, ну, максимум на полметра-метр. И где-то вот посередине между водой и палаткой клубочком сворачивалась наша собака, ее немножко припорашивало снегом, и вот таким образом она чутко несла свою вахту. И в последнюю ночь я проснулся, ну, надо сказать, просыпался примерно раз в час, потому что нужно было каждый раз в час растапливать, подбрасывать дрова в печку, иначе бы мы просто не выжили в палатке до утра, если бы позволили печке остыть. И вот я периодически просыпался, чтобы растапливать печку, но в этот раз я проснулся от страшного крика, вопля, звука. Я не знаю, как дать ему определение, и даже не берусь продекламировать и проиллюстрировать этот крик, потому что получится все равно слишком ужасно и слишком театрально. Вот представьте себе самый ужасный крик, который вы могли слышать или даже вот представлять, думая о фильмах ужасов, и вы получите вот некое, так сказать, примитивное представление об этом звуке. Я много слышал разных животных, криков выпи и прочие страшные звуки, которые исходят из джунглей и лесов разных континентов, но ничего подобного я ни до, ни после больше не слышал. Разве что, подчеркиваю, разве что, может быть, в каких-то голливудских фильмах ужасов, которые откуда они берут эти свои фантазии, я сказать не могу. Но был именно вот такой жуткий крик. Настолько, что я, ну, во-первых, проснулся, это мало сказано. Я через дырку в палатке, потому что выходить было бесполезно, я ничего не видел, была кромешная тьма. Наша палатка была вся в дырках, поэтому она позволяла в круговую все осмотреть. И вот я смотрел во все стороны. Я, к сожалению, не видел ничего вокруг, сколько не подсвечивал себе фонариком. То есть никого или ничего я не видел. Я могу лишь утверждать, что это источник крика был где-то близко, очень близко, со стороны озера. Ну, до озера были считанные метры, тем не менее, так сказать, в темноте я не разглядел ничего. Может быть, если бы это животное приблизилось хотя бы там на метр, на два к палатке, может быть, я бы это не только услышал, но и увидел. Мне в голову не приходило, что это как представляет опасность для собаки. Мне почему-то казалось в тот момент, что крик не будет приближаться к нам. Он и не приближался. Он был близко. Он, конечно, был страшен, но я его не рассматривал как опасность. Почему-то, я не могу объяснить сейчас почему. И у меня почему-то вот даже мысли не было выбежать из палатки, спасаться или спасать собаку. Ну, спасать собаку вообще мысли не было, потому что в моем представлении она гораздо опытнее, гораздо защищеннее нас и гораздо более чутко спала. Конечно, я не сомневался, что ей опасность не грозит. И вот крики продолжались примерно, ну, не меньше там, 15 минут, может быть, полчаса. Вот. Потом, когда все стихло, я, конечно, после того, как еще раз растопил после того, как еще раз растопил печку, я, конечно, снова заснул. Ну, спать очень хотелось. А под утро просыпаешься рано от холода,
Конечно, любопытство разобрало, как только рассвело. Я выскочил и увидел свежие следы. Следы от чего-то, или точнее от кого-то, что выползало на берег. И выползало примерно до того места, где спала наша собака. Да, конечно, я сфотографировал эти следы, но как следопыт, бывший пограничник-следопыт, разбирающийся в следах, я хочу сказать, что таких следов, конечно, я не видел никогда. И это следы, которые очень особенные. И речь идет не просто о твердом грунте, который по плотности схож с бетоном. То есть на температурах минус 50, минус 60 любой грунт будет настолько твердый, что даже на танке на нем можно будет проехать, не говоря уже о том, что там можно пройти ногами и не оставить никаких следов. Поэтому не думайте, не ожидайте в моем рассказе, что вы увидите там какие-то страшные трехпалые или пяти-шестипалые следы с когтями. Они, даже если бы чудовище весило несколько тонн, оно не оставило бы таких следов, вмятин. Но следы были другого рода. Вода, стекающая с боков какого-то животного или какого-то тела, она не просто стекает, она превращается в сталагнаты, такие конусы льда. Эти конусы легко до этого мы случайно или даже специально делали, экспериментируя с водой, мы черпали воду с озера и медленно выливали на берег, и у нас получалась ледяная горка прямо на наших глазах. И такая же ледяная горка возникала, когда мы вытаскивали из воды лодку. Только мы вытащим лодку, вода стекает с двух бортов, и получалось вокруг лодки такие небольшие ледяные конусы, очерчивающие лодку по периметру. И вот если бы я не обратил внимания на эти конусы до этого, конусы вокруг лодки, конечно, я бы не понял, не обратил внимания на две цепочки ледяных конусов сталагнатов, которые тянутся от озера к нашей собаке, вернее, к тому месту, где находилась вечером собака, и где ее больше не было. То есть не было следов собаки на снегу, чтобы она убежала. Лучше бы она убежала, конечно. То есть она осталась на своем посту до последнего. Почему она молчала? То есть я не слышал ни одного повизгивания, ни одного лая от нее. Почему она молчала? Может быть, это была какая-то реакция, может быть, чудовище ее слишком быстро схватило. Но она даже не заскулила. И она не убежала. Вот. И она исчезла. То есть не было ни клочка шерсти, ни капли крови. То есть я могу лишь предполагать, что ее утащили в воду. Почему это так, так сказать, без признаков борьбы, видимых признаков борьбы произошло, я до сих пор, так сказать, не могу дать ответа на этот вопрос. Хотя, может быть, где-то благодарю судьбу, что в пищу пошла собака, а не мы. Но, тем не менее, так сказать, это единственный привет от чудовища в последнюю ночь, которую мы, так сказать, получили в качестве доказательства того, что в этом озере все-таки кто-то очень голодный есть. И этот голодный, или эти голодные, периодически, видимо, я уже по-другому начинаю после этого смотреть на рассказы местных жителей о том, что иногда оно заглатывает случайно проплывающих мимо оленей, якобы. Ну, я вполне понимаю, что утащить оленя на дно такому существу не составляет большого труда. И говорят, что иногда питается собаками. Но вот в отношении собак я начинаю не так сильно уверен, поскольку собаки все-таки чувствуют эту опасность, к сожалению, не могут говорить и объяснить, что именно они чувствуют. Да, мы общались с людьми, которые были на озере там, за годы, за десятилетия до нас, слышали много невероятных историй, слышали историю от водолаза, от дайвера, который опускался на дно озера в поисках утонувшего прицепа.
на озере проезжал КАМАЗ как когда-то, и, видимо, так сказать, на не очень крепком льду ушел под воду прицеп. И вот ради этого прицепа пришлось вызывать с Магадана водолаза. И водолаз, привычно выполняя свою работу, не думал, что она чем-то сильно будет отличаться от погружений в другие озера, выскочил с круглыми от ужаса глазами и сказал фразу, которая запала в душу ко всем, что я не буду опускаться в это озеро, даже если вы сделаете клетку, как у Кусто. Потому что он встретил на дне какого-то, ну, по его словам, такое большое существо, такого страшного хищника, что все, так сказать, байки, как ему казалось, про лабынкырского черта моментально у него, так сказать, материализовались перед его физиономией. Вот таких рассказов не так много, поскольку и посетителей этого озера не так много. И даже те, кто туда попадает в качестве туристов, летом все-таки раз-два в год туда очередная группа доходит любопытных, стойких туристов. Но я догадываюсь, что разглядеть это или эти чудовища, назовем их просто популяцией хищников неизвестных, на самом деле сложно, потому что суровые условия, плохие условия видимости, большие размеры, в общем, конечно, способны спрятать на многие недели, а то и месяцы существа, которые вполне могут резвиться там в противоположном конце озера. Хотя на самом деле, как мне кажется, проходя вокруг озера, мы нашли гораздо более интересное место, которое сулит нам разгадку на вот этот странный вопрос, откуда взялась эта популяция хищников. То есть, заметьте, я уже не задаю вопрос, есть ли эта популяция. Да, и до этого, и после я проверял с экспедициями около 30 озер в Советском Союзе и в России. 30 озер с намеками или даже с четкими утверждениями, с легендами о том, что там в этих озерах живет какое-то очередное чудовище. И в большинстве озер, ну более 20 по крайней мере, мы разнесли в пух и прах эти легенды. В некоторых озерах, таких как Бросно, в Тверской области, про которую очень много говорится и пишется, на некоторых озерах мы нашли причину возникновения этих мифов, вот в частности на Бросно, еще на некоторых роль чудовища выполняет гидратное дно. То есть это реальное физическое явление, которое действительно время от времени губит неосторожных пловцов и рыбаков, но оно не имеет под собой биологической подоплеки, это физическое явление. И поверьте, так сказать, я, говоря об озерах типа Лох-Несса, чаще всего представляю, ну, просто вот пробелы в наших знаниях, условно говоря. Но вот в отношении одного единственного озера, ну, есть еще второе на примете, о нем мы пока не будем говорить, в отношении Лабынкыра я уже не задаю вопрос, существует неизвестный хищник или не существует. Однозначно существует. Для меня весь вопрос, что это за хищник, то есть он еще не опознан. И второй вопрос, откуда он взялся. Да, конечно, грамотные скептики, может быть, я сам вчерашний грамотный скептик, скажут, что соплеменники динозавров, ну, осторожно скажу, а кто сказал, что это вообще динозавр? Ну, допустим, если это животное ведется родословно с каких-то юрских периодов, то, конечно, оно, по идее, должно было давным-давно вымереть. Хотя мы знаем письменные, устные рассказы и легенды о тех же самых драконах, которые иначе как реликтовыми драконами, динозаврами и назвать-то сложно. Но тем не менее, так сказать, наше представление о том, что между нами и динозаврами существует непреодолимая преграда в миллионы лет, вот это самоуспокаивающее утверждение, оно может сколь угодно долго нас останавливать от самой вероятности сближения наших двух
популяций, вот мне кажется, на Лабынкире это и есть то самое место, где это сближение может произойти. А именно естественный холодильник, ледяная плотина, которая, собственно, и привела к возникновению этого ледяного озера. На самом деле чаши под озером не существует. На самом деле Лабынкир, это место, представляет из себя просто ущелье, одна сторона которого перегорожена ледяной плотиной, причем перегорожена уже многие-многие, не скажу тысячи или миллионы лет, пусть это скажут другие люди. В любом случае возраст этой плотины исчисляется огромным количеством лет. И толщина этой плотины исчисляется десятками и местами сотнями метров. И я думаю, внутри этой плотины, внутри замерзшей глыбы льда, которая время от времени с одной стороны подтаивается, а с другой стороны в это время намерзает, внутри этой ледяного холодильника может находиться сколь угодно большого количества замерзших животных, которые, как мы знаем, и рыба, и пресмыкающиеся, лягушки, а может быть и ящеры, вполне могут неограниченное количество лет пролежать в замороженном ванабиозном состоянии, спустя годы, случайно или не случайно подтаив, эти животные могут однажды ожить и перейти из ледяной среды в водную среду, тем самым, так сказать, поражая грамотных соплеменников, не готовых к такой встрече. Поэтому на следующую экспедицию, которую я очень надеюсь когда-нибудь состоится на это озеро, я намерен начать не столько с зондирования озера, которое, безусловно, нужно прозондировать либо в конце зимы с промой на льду, либо сразу несколькими параллельно движущимися лодками с таким расчетом, чтобы прозондировать всю ширину озера. То есть не единичным эхолотом, а группой, цепочкой эхолотов. Этого сделано до сих пор не было. Но самое главное, самое перспективное место, с чего я очень постараюсь начать следующий этап исследования, это необходимо прозондировать, прогеолоцировать толщу ледяную, внутри которой я почти, конечно, не уверен, но очень надеюсь на то, что внутри нее мы встретим сюрпризы, посылки из прошлого. И, может быть, нам не придется ловить тех животных, которые резвятся в озере. Нам достаточно вырубить будет из льда эту дошедшую до нас посылку, ну и разморозить там, где это представляется для нас более удобным. Может быть, в московском зоопарке, может быть, в дельфинарии. В любом случае, я убежден, что если где-то и существует такая возможность в мире, гипотетически, фантастически, но если это вероятность того, что до нас могут дойти в замороженном или в любом виде животные из древности, то самый первый претендент на это место, вот этот затерянный ледяной мир, полюс холода, с большим ледяным холодильником, внутри которого до нас могут дойти посылки из прошлого. Если это где-то и существует, то точку мы уже знаем. Осталось только проверить.